Для того, чтобы все понять, посмотрите прошлый ролик о слаймфане. Первый аддон, который я рассмотрю, это простые утилиты. Он как раз находится в первой категории в книжке с рецептами слаймфан. Добавляет данный аддон не так много предметов, но они весьма полезные и недорогие. Для крафта простого верстака нам понадобится улучшенный верстак, который строится в мире расположением раздатчика и верстака обычного на него. Большинство всех крафтов и не только происходит с помощью раздатчика, поэтому смотрим на рецепт и закидываем предмет, как сказано в руководстве, и нажимаем по нашему верстаку. Простой верстак может делать как и обычные предметы, так и ванильные рецепты улучшенного верстака SlimeFan, не включая другие аддоны. Простой верстак имеет удобный интерфейс и позволяет крафтить по несколько предметов за раз. Давайте это проверим. Возьмем один из самых простых рецептов из раздела оружия – бабушкина трость. Для крафта трости необходимо всего 3 дубовых бревна. Размещаем наше бревно в нужные слоты и получаем нашу трость. Если взять немного больше бревна и разместить так же, то мы сможем получить за один раз намного больше предметов. Для наглядности давайте сравним, как бы это было в обычном улучшенном верстаке. Выкладываем наше бревно, но если предметов слишком много в интерфейсе раздатчика, то нам покажет, что рецепта такого нету, и нужно каждый раз почищать наш раздатчик. Ну а дальше у нас в разделе простых утилит идет простое сито, оно позволяет просеивать наш гравий, но ничего необычного. А вот что реально интересно и полезно, так это лифт. Кварцевые блоки и эндер жемчуг не супер дорогие ресурсы, но можно использовать их с пользой. Очевидно, что лифт помогает перемещаться между этажами, для этого нужно блок лифта размещать друг над другом и с помощью клавиш Shift или пробелом перемещаться. Дополнительные головы – это аддон, который добавляет вероятность шанса на выпадение головы с любого моба в размере 5%. Для этого всего лишь нужно убить моба и ждать чуда. Для увеличения шанса дропа головы можно использовать меч обезглавливания в разделе с оружием. Дополнительные приспособления – это аддон, который добавляет оружие и броню из различных простых материалов по типу медь, олово, сталь, алюминий и в некоторых случаях имеют довольно хорошие показатели. Простые хранилища – это аддон, который добавляет удобный концепт хранения ваших вещей. В обычном походе в шахту вы сможете в некоторых случаях из угля получить дроп хромитового куска. Он как раз нам будет нужен для здешних крафтов. Основное то, что он добавляет, это сундуки различной вместимости и также мастер-сундук, который позволяет объединить все инвентарные ячейки в один терминал и назначить подходящую иконочку для удобства. Также мастер-сундук может указывать на физическое положение того сундука, который вам необходим. Для того, чтобы назначить иконку для инвентарной ячейки, необходимо переместить уже нажатый предмет на соответствующее поле. Питомцы. Название говорит само за себя, вы не можете их ставить, зато они всегда будут с вами в вашем инвентаре. У каждого свой характер и любимая пища. Довольно полезные и могут помочь получить взрывоустойчивость или неупорность и много других эффектов. Расширение зельеварения поможет вам сделать классные зелья, которые будут подсвечивать руды в шахте, неплохой компаньон майнкрафтерам. Лисьи машины – аддон, который добавляет множество различных механизмов и предметов. Например, добавляет миксер для зелья, с помощью которого можно комбинировать различные зелья. Добавляет также руну нерушимости, применив которую предмет не сможет сломаться. Также в арсенале запасены различные посохи для создания огня или же полета. Довольно круто смотрятся также рельсы, которые ускорены в 2,5 раза. Можно с помощью триммера стричь кусты сладких ягод, и вы не будете получать урона от кустов. А с помощью специальных палочек для выделения можно автоматизировать рутинную работу и заняться ландшафтным дизайном. А если заняться жертвоприношениями и всякими ритуалами, то есть возможность призвать различных боссов, которых достаточно сложно убить, и желательно запастись соответствующим снаряжением. Забавно смотрятся призрачные блоки,
которые идеально подходят для создания ловушек или тайных проходов. Простые генераторы материалов, аддон, который говорит сам за себя. Используя не слишком дорогие крафты, есть возможность на постоянной основе получать разнообразные ресурсы, идеально для строителей масштабных построек. Для того, чтобы генератор работал, нужно его поставить и сверху на него установить сундук. Древоточцы – аддон, с помощью которого можно добывать резину из дерева с помощью краников и впоследствии сделать пластик. Также есть возможность создать предмет для быстрого перемещения с помощью магического зеркала. Сила цветов – аддон, который больше заточен на работу с вашим опытом. Позволяет создать книгу, где можно хранить ваш уровень, а также предметы, которые превращают опыт в пищу или же в здоровье. Пушистые машинки – аддон, который вносит достаточно нового. Шатунный генератор поможет добыть энергию для вашей электрической сети, если с ресурсами все достаточно плохо. Можно сказать ручной генератор. Дешево и сердито. Также предоставлено множество различных механизмов для автоматизации всего от крафтов обычного верстака до крафтов древнего алтаря. А также присутствует умная фабрика, которая с помощью ресурсов собирает сразу некоторые предметы. Модернизованные инструменты помогают в еще большем сборе ресурсов. Также в этом аддоне представлены бочки, полюбившиеся многими игроками из-за дешевизны крафта и очень огромной вместимостью. А для людей, которые любят все хранить в классических сундуках, есть доли, которая поможет вам перенести сундуки в одно мгновение. Экзотический сад. Первое, с чем игрок встречается с данным аддоном, так это различная растительность. Путешествуя по обычному миру, вы можете и кокоса съесть, и вишни отведать. Подойдет для любителей еды, теперь можно скрафтить различные пироги и прочие вкусняшки. А если скрафтить правильные ростки, то можно будет получать эссенцию, переделывая которую получите хоть уголь, хоть алмазы. Материя. Аддон для тех, кто играл с модом Industrial Craft 2. Перерабатывая различный хлам, можно с помощью генератора материи ее же саму и создавать, и крафтить различные предметы. Особенно ценные из данного аддона солнечные панели, которые показывают неплохую производительность энергии. Также есть ряд инструментов, которые работают на энергии. Тинкер – потрясающий аддон. Главная особенность его в том, что вы сможете скрафтить броню или инструменты с различных частей, которые дают свои специфические улучшения по типу автопочинку в руке или же спешку. Для этого вам нужно приготовить 3 различные части – рукоятку, наконечник и переплет. Давайте для примера сделаем нашу тинкер-кирку. Первым делом нам необходимо создать формочку для рукоятки в верстаке мастера, а потом в плавильне тинкера необходимо создать формочку для выплавки нашего стержня. Работать с плавильной тинкера достаточно просто. Необходимо в первый слот поместить лаву, она будет выступать в качестве топлива. В следующем этапе мы также помещаем наш слиток, который нужен по крафту, и делаем нашу гипсовую форму. Теперь мы можем использовать различные металлы для того, чтобы сделать нашу рукоятку в этой форме. Я для примера сделал ее из стали. Теперь мы можем приступить к тому, чтобы скрафтить переплет. Он может быть создан как из ниток, так и других материалов. Теперь остался последний элемент, это наконечник кирки. Создается формочка, а потом делается гипс, и с любого металла делается наконечник. Ну, а когда уже все готово, можно в столе для инструментов мастера собрать нашу тинкер-кирку. Ставим рукоятку, наконечник и переплет в нужные слоты и забираем нашу кирку. Кирка тинкера имеет уровни, и чем больше вы ею копаете, тем более прокачанной она стает. При повышении уровня можно ставить различные модификаторы, которые дают различные бонусы. Также кирка полностью сломаться не может, ее необходимо будет чинить с помощью ремонтного набора.
Давайте наложим модификатор редстоуна и получим ускорение. Для ремонта кирки нам понадобится ремонтная станция и ремонтный комплект. При помощи несложных манипуляций мы можем отремонтировать. В заключение хочу сказать, что руна несокрушимости работает и на инструментах из Тинкера, поэтому можно свободно использовать и потом вообще никак не ремонтировать.